Всем огромный привет! И сегодня я вам покажу технологию пошива вот такого вот бюстгальтера на косточках. Выкройку к этому бюстгальтеру я строила сама, и совсем скоро я запущу курс по построению выкройки лифа на косточке, и вы сможете тоже построить себе такой же лиф. Ну а если у вас есть уже готовая выкройка или умеете строить сами, быстренько стройте и давайте шить такой чудесный лиф. Для пошива нам понадобится кружево, у меня эластичное, сетка, которая не тянется для уплотнения пояса, туннелька для косточки, резинка отделочная, бретель, кости вашего размера, силиконовая лента для укрепления фестонов, застежка, может быть как у меня, которую нужно резать, или уже готовая на 2 крючка или больше, и кольца с регуляторами для бретелей. Выкройка у меня уже готовая, поэтому я беру кружево, складываю его в 2 слоя, прикалываю выкройку и вырезаю все детали лифа. Скалываем детали чашки, детали пояса и сшиваем. Я использую оверлок, можно использовать обычную машинку с оверлочной лапкой или просто прошивать зигзагом. Вот так выглядит моя обработка края на оверлоке. Теперь все швы нужно сделать плоскими, а это значит отвернуть их в сторону проймы и прошить зигзагом. Теперь убираем все ненужные хвостики от оверлочных швов. Как это сделать, я уже рассказывала у себя в инстаграме, ссылку обязательно оставлю под этим видео. Теперь нам нужно продублировать среднюю часть пояса, и для этого я вырежу еще одну такую же деталь из неэластичной сетки, которую показывала в самом начале. Прикалываю сетку к кружеву лицевой стороной к лицу и прошиваю это все на оверлоке по верхнему краю. Теперь отворачиваем это все и прострачиваем эту часть прямой строчкой, чтобы она никуда не съезжала в процессе пошива. Обрабатываем боковые срезы, я их просто загибаю и прострачиваю прямой строчкой. Для укрепления края чашки я пришью силиконовую ленту вдоль всего фестона. Теперь край не растягивается, а с лицевой стороны ленту абсолютно незаметно. После того, как чашки и пояс готовы, я их вручную сметываю лицом к лицу. Сметываю я всегда контрастными нитками для того, чтобы потом проще было их доставать. Дальше будем пришивать туннельную ленту. Берем ленту и прикладываем ее вдоль среза чашки и пояса к внутренней стороне чашки. И прошиваем прямой строчкой по внутреннему краю туннельки.
После этого убираем наметку и пристрачиваем туннельку к поясу по нижнему краю. То же самое делаем с другой чашкой. Будьте внимательны, так как у меня пояс широкий, я сейчас пришиваю отделочную резинку по нижнему краю. Но если у вас пояс обычный, не длинный, не широкий, то резинку по нижнему краю мы пришиваем перед туннелькой. Отмеряем нужный нам отрезок резинки, прикалываем равномерно булавками к поясу и пришиваем зигзагом. У меня это прерывчатый зигзаг. Лишнюю туннельку по бокам срезаем и переходим к обработке верхнего края пояса и проймы лифа. Резиночку прикладываем лицевой стороной к лицу изделия и фестонами вовнутрь. Сверху оставляем пару сантиметров резинки для колечек. Прошиваем зигзагом по внутреннему краю у фестона резинки. Далее заворачиваем резинку вовнутрь и прошиваем еще раз по другому краю резинки. Таким образом у нас получается красивый обработанный край. И заметьте, я использовала нити разных цветов, чтобы на резинке шов был красным, а со стороны кружева в тон кружева. Боковой срез туннельки у нас тоже обработан. Можно дополнительно пройтись, пару стежков сделать обычной прямой строчкой. Теперь пришиваем петли бретелей к поясу, держатели. Расстояние от края вы можете посмотреть на своем лифе покупном, но я лично пришиваю на глаз. Если сложить пояс и провести перпендикуляр от верхней точки чашки вниз к поясу, то середина между этой точкой и краем и будет местом пришивания бретели. Обычно это около 4-6 см от края. Петли пришиваем уже с колечками, используем частый зигзаг. Дальше пришиваем колечки к чашке, либо сразу бретель тоже частым зигзагом. Заправляем бретель в регулятор и в колечко на поясе. Пришиваем застежку.
Вставляем косточки в туннельки и закрепляем верх туннельки прямой строчкой. Отрезаем все лишнее от туннельки. Лиф готов, осталось только пришить бантики. Всем огромное спасибо, кто смотрел это видео, кто досмотрел его до конца. Я очень надеюсь, что я была вам полезна, что вы узнали какие-то интересные новые для себя моменты в шитье, или хотя бы вы вдохновились, чтобы пошить себе какой-то красивый комплект к праздникам или просто так. Видео о пошиве трусиков я сделаю немного позже, а с вами я прощаюсь. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал YouTube, на этот канал, подписывайтесь на мой Инстаграм, там очень много всего интересного швейного, потому что шью я каждый день и много-много всего рассказываю о шитье. Поэтому присоединяйтесь ко мне, я очень рада всем новым друзьям, так что до встречи, всем пока-пока!